Всем привет, меня зовут Хелен Ши. Сегодня мое видео будет посвящено галерее Saatchi, как там зарегистрироваться, какие нужны документы, что делать, если вашу картину купили, куда бежать, что оформлять и так далее. Итак, первое очень важное, что вы должны сделать, это пройти регистрацию на сайте Saatchi галерея. Регистрация стандартная, ничего не надо бояться, все, что там написано по пунктам, вы заполняете. Если вас пугает то, что там на английском все, мой вам совет, если вы это делаете на компьютере, то переведите свою страничку, там есть такая функция, что можно нажать на кнопочку и автоматически ваша страница будет переведена. Тогда вам легче будет заполнять. Заполняйте все на английском языке, все документы, которые от вас требуют, вы тоже прикладываете, что-то фотографируете, присылаете им. Когда вы прошли регистрацию, оформили свой профиль, вам придет письмо от вашего куратора. Да, у вас будет куратор, который будет в дальнейшем с вами контактировать в случае, если ваша картина будет куплена. Поэтому обязательно заполните графу e-mail, но e-mail должен быть рабочим. Бывает так, что письма от Saatchi приходят в спам, поэтому это важный момент. Проверяйте не только главную почту, но и спам. Такое, к сожалению, происходит. Итак, вы зарегистрировались, оформили профиль. Начинаем с того, что вам надо картины свои поместить. На Saatchi предлагает видео, где показано, как правильно фотографировать свою работу, но там опять же все на английском, поэтому я вам расскажу, как это делать в домашних условиях. Выбирайте не очень яркий солнечный день, чтобы было немножко приглушено, например, даже когда пасмурно немножко. Фотографировать можно на телефон, но самое главное правило, вы не должны использовать вспышку, вы не должны использовать при обработке фотографий Photoshop, я имею в виду цветовые какие-то вещи, не делать более яркую картину и так далее. Вот. Когда вы размещаете свою работу на Saatchi, вы должны понимать, что коллекционер, который купит вашу работу, он должен получить именно то, что видит, а не совсем другое. Поэтому здесь очень важно использовать четкое изображение вашей работы. Заполняете все, что указано под фото. Это габариты вашей картины, ширина, длина, толщина вашей картины, материалы, которые вы используете, масло или это акрил, чем вы писали, можете написать там мастихином, ваша техника, что это, абстракция или еще что-то. Вы должны указать, какой стиль. Также расписать теги, которые там тоже есть, все это можете увидеть, теги стандартные. То есть вы описываете все, что на вашей картине имеется. Заполнили описание вашей картины, название, и ваша картина находится уже в галерее Saatchi и ждет, пока ее увидит коллекционер. Не бойтесь, если вы не профессиональный художник, как и я, не имеет значения. Конечно, если у вас есть, когда-либо вы делали выставки собственные, или вы преподаете, или вы где-то учились, все это заполняйте, потому что ваш статус на Saatchi будет более выше. Вы будете считаться как профессиональный художник, соответственно, просмотры ваших профилей будет гораздо больше. Все, что у вас есть, Facebook, Instagram, вы все это заполняете, потому что некоторые коллекционеры хотят ознакомиться. Так как все это происходит виртуально, они лично с вами не знакомы, они хотят посмотреть, кто же этот человек, кто этот художник, у которого они приобретают эту картину. Итак, все вы это заполнили, документы, которые предлагает Saatchi прислать им, вы присылаете. Переходим к самому волнующему моменту, что делать, если вашу картину купили. Итак, очень важное замечание, так как у нас с Лос-Анджелесом разные пояса временные, соответственно, когда у нас утро, у них ночь. Проверять, я вам советую проверять
почту каждый вечер около 10 вечера, потому что когда у нас 10 вечера, в Лос-Анджелесе, по-моему, около 8 утра или 10 они начинают, да, 10 начинают работу. Соответственно, в это время, если вашу картину купили, придет вам письмо, что готовы ли вы ее продать. Итак, вам пришло письмо, что вашу картину купили. Дальнейшие ваши действия будут описаны в этом письме. Все можно перевести. Я вам расскажу быстренько, что там пишут. Там пишут, что вашу картину купили и предлагают вам в течение 48 часов отреагировать на это письмо. То есть, готовы вы продавать ее или нет. Может быть, вы передумали и продавать ее не будете. Всякое бывает. Или вас нету на данный момент в городе, поэтому вам придется позже ответить. Так вот, помимо того, что вам дается 48 часов, вам нужно будет заполнить документы на отправку картины в другую страну, например. Вы еще пока не знаете, куда ваша картина уйдет, пока вы не ответили на это письмо. Я не стала сразу отвечать, потому что я не знала, сколько потребуется на оформление документов вывоза картины за границу. Что же делать? Раньше, чтобы отправить картину, вы должны были идти в Министерство культуры, и вам надо было получать у них разрешение на вывоз своей картины, или чтобы кто-то ее вывозил в другую страну. Они должны были подтвердить, что это не произведение искусства мирового масштаба, что это не копия и так далее, что это ваша личная работа. И делалось это около 2 недель. Сейчас все очень просто. Сейчас этим занимается, вот я вам покажу, как это выглядит. Сейчас этим занимается эксперт по культуре. Вот моя картина «Нью-Йорк». Эксперт по культуре. Она ставит такую печать по культурным ценностям. Подтверждает, что моя работа не является произведением искусства. Соответственно, ее можно вывозить за границу. Вы идете в своем городе к такому эксперту. С собой вы должны иметь фотографию вашей работы, либо работу. Если вы делали копию, то вы должны будете привезти, скорее всего, свою работу. Но это можно уточнить по телефону. Вы можете в интернете найти ближайшее к вам экспертное бюро, где делают такую экспертизу ценностей, и спросить, какие нужны документы, чтобы вы дали разрешение. Мне было все проще, я позвонила, они мне сказали прислать им на почту фотографию картины, фотографию боковушки моей картины, боковая сторона, и фотография задней стороны моей картины. Также я должна была указать название моей картины. Я не знала, куда моя картина улетает, поэтому я не могла это сказать. Год, когда я написала эту картину, стиль моей картины и что это авторская работа. Также чем написано, масло, это акрил и так далее. Потом они у меня попросили паспортные данные, я им все сфотографировала и отправила на почту. Через час они мне позвонили и сказали: приезжайте, забирайте, мы все сделали. Если же вы это делаете сами, приезжаете в это экспертное бюро, то не факт, что они вам сами там все распечатают, поэтому запаситесь с собой фотографии вашей картины, копии ваших документов, паспорта, чтобы это у вас было, чтобы вы там не бегали. Ну, скорее всего, у них все это есть. Вы получаете эту справку, стоимость ее, по-моему, 450 рублей или 500. Эта справка стоила. И все. Вы приезжаете домой, нажимаете на кнопочку, что вы готовы продать эту картину, и вам приходит письмо с документами, которые вы должны будете распечатать и отправить вместе со своей картиной. Что это за документы? Это вот такой вот, если видно, сертификат, где будет написано название вашей работы,
ваша фамилия или имя, как вас зовут, кто вы, артист, художник, год, когда вы это написали, материалы, которые использовали, также это оригинал или копия, дата обязательно, ваша подпись и дата заполнения этого сертификата. Вот этот сертификат идет один, по-моему, в 2 экземплярах курьеру и 1 уже коллекционеру. Вот еще один документ, это самый важный документ, это вот такая форма. Этот документ для оплаты налога, это документ вашего ИНН. Так как галерея работает официально, соответственно, любая продажа картин, с нее вы должны заплатить налог будете. И вот форма VW8BIN, это как раз форма, с которой пойдет отчисление налога с продажи вашей картины. Вы ничего не платите, все это делает за вас галерея, она просто просит вот такой документ. Здесь вы заполняете фамилию, имя, страну Россия, адрес, где вы проживаете, фактический, откуда вы, почтовый индекс и номер, вот 6-й пункт будет номер вашего ИНН, дальше будет под ним же дата ваше рождения, подпись и дата, когда вы заполняли. Вот этот экземпляр вы вкладываете тоже. Вы не вкладываете его, прошу прощения, этот экземпляр, вот этот ИНН, вы фотографируете, фото на телефон делаете и отправляете в письме вашему курьеру. После того, как он скажет, что все окей, мы подтвердили, все это придет вам на почту, они скажут, что вы подтвердили. Мой вам совет: распечатывайте очень штук 5, потому что из-за того, что волнуетесь, можете ошибиться, можете что-то неправильно указать, написать, поэтому запаситесь копиями, чтобы все правильно сделать. Итак, все документы собраны, я потратила это 1 день. Переходим к упаковке. Саач опять же показывает, рассказывает, какая должна быть упаковка, что все должно быть очень хорошо упаковано, потому что риски, что вашу картину поломают, как-то поранят, как-то испортят, может быть. Поэтому лучше здесь переборщить с упаковкой, чем не доделать. Первое, что вы делаете, вы покупаете пенопласт, и он, по-моему, много где продается, картон, либо коробки упаковочные обычные, и бумага, которая такая пупырышечками. Сначала вы обматываете пупырышечками, потом пенопластом, потом коробочку, и все это обматываете пленочкой. Изначально свою картину тоже обмотайте пленкой, такая, как еду обворачивают, пищевая пленка, вот такая есть пленка, специально вот чемоданы в аэропортах обматывают, вот такой пленкой обмотайте свою картину, потом пенопласт, потом опять пленочка, потом картоночка и опять пленочка. В конце вы наклейте и напишите на своей коробочке, на своей упаковочке, что это стекло. На английском языке везде нарисуйте стакан, что бьющаяся вещь, потому что лучше пусть будет так, иначе они смогут испортить вашу картину. Итак, вы упаковали и ждете курьера. Курьер у них стандартно приезжает к вам через 3 дня после того, как вы нажали на кнопочку, что вы продаете свою картину. Если вы не успеваете, не паникуйте. У нас было так, мы думали, что мы не успеем оформить документы, поэтому мы написали письмо своему куратору, что извините, но боимся, что времени нам не хватит для оформления документов. Она сказала: окей, все в порядке, не переживайте, если вам надо, чтобы курьер приехал попозже, все это решается. Вы можете сами позвонить в курьерскую службу, это DHL, по-моему, я туда звонила, и сказать им, что извините, курьер приедет в другой день.
Но у меня, слава богу, я все успела, все сделала, поэтому единственное, курьер не приезжал почему-то в назначенное время, я стала волноваться, я позвонила в DHL, сказала: скажите, пожалуйста, ко мне должен приехать курьер, отправить мою картину в Нью-Йорк. Они сказали: да, все верно, так и должно быть, он просто к вам заедет чуть попозже и отвезет сразу вашу картину в аэропорт. Все, курьер приехал, обязательно курьеру отдаете документы, это сертификат на картину, заполняйте, которые документы он вам скажет, там специальные документы на отправку картины, и обязательно имейте с собой распечатанные паспортные данные, потому что вы не сами отправляете вашу картину, и отправляет за вас это курьер, и бывает так, что просят паспортные данные. В моем случае я нашла, но вот если вы не найдете, вам придется, не знаю, где-то бегать, искать это, либо на свой страх и риск отправлять картину без этих документов. Это просто подстраховочный вариант, это фотография вашего паспорта и прописка. Все, вы расписались, вы ничего не платите, у вас уже все входит в стоимость проданной картины. Что касается продажи картины, сумму я не сказала, но это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы получить $500 за картину, то вы должны будете включить в нее и доставку, и комиссию галереи. На сайте Sach, когда вы будете писать стоимость картины, там есть калькулятор, и он считает. Если вы изначально поставите $500, то вам высчитается этих $500 стоимость доставки и комиссию галереи. Вы получите где-то около 250 всего долларов. Соответственно, если вы хотите получить $500, то вы прибавляете к 500 еще 250, и вот за 750 где-то вот такая сумма вы должны будете продать картину, чтобы получить свои 500. Это важный момент, потому что еще бывает, галерея делает сама скидки в размере 10-15%, поэтому на выходе вы можете получить не ту сумму, на которую рассчитывали. Мою картину тоже продали со скидкой, я выставляла ее за $990 и минус 15%. Ну что, я думаю, что я все изложила, что могла. Видео получилось достаточно длинным, но оно формативное. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне в комментариях по поводу денег, когда деньги приходят к вам. Я ждала 2 недели, да, это очень долго, потому что сначала моя картина приехала в Нью-Йорк, хотя это очень быстро было, через 3 дня она уже была у коллекционера. Потом коллекционеру дается 2 недели на то, чтобы он сообщил, нравится ему, не нравится работа, берет он ее, не берет. Но это стандартная процедура, никто не возвращает, мне кажется, работы. Но это подстраховочная такая вещь. Соответственно, вам где-то придется ждать 2 недели. Потом деньги к вам приходят на Kiwi или PayPlay. Да, надо будет оформить, если у вас его нету, куда деньги должны будут прийти. Деньги пришли, все в порядке, я получила за мою картину сколько хотела, очень довольна, и теперь я только там и продаю. Спасибо вам за внимание, извиняюсь, что очень долго, потому что все-таки это достаточно большая информация, много пунктов, но я думаю, что я все рассказала, поэтому пишите комментарии, если вам что-то было непонятно, что-то было не то, я не ответила вам на вопрос, поэтому я в комментариях еще раз расскажу и отвечу. Ну что, спасибо, с вами была Хелен Ши, пока-пока.